Здравствуйте, друзья! Я вам сегодня покажу, как можно сделать вот такую вот брошь или кулон. Это кому что нужно. Если вам нужна брошь, то здесь сзади просто можно приделать замочек, и будет у вас брошь. Я это планировала как кулон. Я еще здесь сделаю потом кожаный шнурок, ну и будет у меня кулон. Значит, что я изначально хотела сказать, что двух одинаковых изделий у вас вряд ли получится. То есть я когда-то увидела в интернете вот такие вот изделия и загорелась попробовать, как это делается. Я немножко повозилась, подумала и вот сделала такую вещь. И я вам покажу принцип, как это делается, а что получится у вас, то получится у вас. Брошь делается из кусочка кожи для основания и вот здесь подложки, и вот таких вот полосочек. Значит, как делаем мы полосочки? Мы берем кожу и клей. Клей можно брать вот такой, а можно брать клей вот такой или вот такой. В общем, какой у вас есть, можно брать клей еще ПВА. Но у меня сейчас хорошего ПВА клея нету, поэтому я буду клеить вот этим клеем. Как делала я? Я беру клей и намазываю, пока без размеров, вот такую полосочку. Вот так вот я намазываю аккуратненько. И сгибаю пополам. А размер уже я буду потом вырезать такой, какой мне нужен. Для того, чтобы прокатать, вот мне муж вырезал трубочку. А в принципе можно взять скалку купить, если вы будете заниматься кожами. Ну вот получается в итоге вот такие вот пластинки. С одной стороны срез, а с другой стороны загнутая часть. Теперь нам нужно определиться с формой и размерами броши. Ну, допустим, я в прошлый раз делала брошь такой вот примерно формы. Она у меня была в виде капли вот такой. Но давайте сделаем, к примеру, вот такой овал. Дело в том, что это будет зависеть от вашей фантазии, что вы себе напридумаете. Можно придумать овал, можно придумать круг, можно придумать любую форму, которая вам больше нравится. Ну вот, допустим, берем вот так. Я специально не беру ровный. Мне кажется, асимметрия всегда смотрится лучше. Ну, вот такое яйцо у нас получилось своего рода. Ну, а дальше нам нужен небольшой кусочек кожи, чтобы он был чуть-чуть больше, чем этот овал, который мы с вами вырезали. Где-то вот так. Я подложила кулечек, потому что тот, который я подкладывала раньше, очень сильно блестит. Ну и дальше нам нужно это склеить. Вот так вот берем и обтягиваем нашу картоночку. Работаем максимально быстро, потому что клей действительно момент. И смотрите, я делала вот так. Обтягивала и вот эти вот загибала вот эти вот штучки. Делала их такими остренькими. Ну и вот так у нас с вами получилось. Теперь нужно взять ножницы и вот это вот посрезать. Ну вот такая вот штучка у нас с вами получилась. С этой стороны она гладкая, а с этой стороны у нас вот здесь она
достаточно плоская. Теперь мы должны приклеить камушек. Ну, вот такие вот у меня есть. Это стекляшки такие. Я делала вот с таким розовым камнем. Ну, давайте какой-нибудь другой. Смотрите, этот камень у меня тоненький. Вот такой вот тоненький. И поэтому я сюда доклеивала вот такой вот толстый слой кожи. У меня есть кожа от сапога более толстая. Давайте сделаем с синим камнем. Вот такая вот у меня есть толстая кожа от сапога. Вот здесь, видите, даже она обклеена тканью. Ну вот мы сейчас кусочек вырежем и приклеим к ней камушек. Чтобы хорошо камушек приклеился, эта стекляшка, она достаточно плохо держится. Поэтому надо предварительно ее смазать клеем и дать высохнуть. После того, как камушек высох, нужно намазать его еще раз клеем и намазать клеем кожу, на которой мы будем его клеить. И хорошенечко прижать. Ну и после того, как камень высохнет, его нужно вырезать. Мы камушек сделали более высоким. И теперь его нужно приклеить к нашему овалу. И хорошенечко прижимаем. Дальше мы определяемся с толщиной наших вот этих вот полосочек. Ну, во всяком случае, той полоски, которая будет вокруг камушка. Для начала определяемся. Ну, вот у меня с прошлого раза осталось. Давайте померяем. Ну вот смотрите, что у нас с вами получилось. Получилось как будто камушек вот в такой вот оплетке. Ну и теперь мы должны определиться с нашими полосочками. Полосочки, в принципе, можно делать любой ширины, какая вам нравится. Но мне кажется, вот это достаточно много. Отмеряю 7 миллиметров. Вот есть такие прекрасные ампулки, которые пишут серебром. Ну и смотрите, что мы делаем дальше. С этой стороны, где у нас срез, я срезаю так. Вот так, да? Теперь беру зажигалку. И видите, что делается? Кожа сама изогнулась туда, куда ей хочется. И дальше я приклеиваю кожу так, как мне подсказывает моя фантазия. Ну, примерно вот такой длины.
И удобно очень вот такие палочки применять. Ну вот примерно вот такие всякие изгибы мы должны делать. Дальше мы можем делать вот так. Подклеиваем вот здесь. И выводим, допустим, вот сюда. Сейчас. Если нам надо, чтобы изогнулась кожа вот сюда, мы должны изнутри подпалить ее зажигалочкой. Смотрите. Если хотите, можно делать сразу с этой стороны. Угу. Вот я предполагаю, вот так можно приклеить. И теперь мы делаем изгиб такой, какой мы себе, допустим, придумали. Вот я хочу приклеить это вот так.
Очень красиво, когда наши полосочки идут вот так вот снизу вверх. Вот такой елочкой. Допустим, следующую мы тоже так подклеим. И будет вот у нас, смотрите, как красиво изгибаться. Здесь. Следующая будет вот здесь. И вот такая вот красивая получается елочка. То есть можно наклеить сразу несколько полосок. Вот так. Вы не смотрите, что оно сейчас такое некрасивое. Мы наведем порядок. Смотрите, вот здесь вы должны подклеить нашу полосочку, чтобы она зашла сверху, чтобы перекрыть шов на камушке. Вот так.
Смотрите, друзья мои, то, что у нас вымазалось клеем, оно прекрасно оттирается растворителем для снятия лака. Ну, конечно, лучше с ацетоном, который. Коже ничего не будет. Если где-то смоется краска, то это тоже не страшно. Я вот эту брошь немного краской подкрашивала. И я вам покажу, какой краской надо подкрашивать и как. Я пойду на улицу, повытираю все клеевые потеки. Ну и теперь, как в самом начале, нам нужно вырезать еще одно импровизированное такое яйцо. Нужно, чтобы наша картонка закрывала все вот эти неприличности, но не выглядывала с этой стороны. И так же, как в самом начале, мы ее должны обклеить кожей. Вот с этой стороны. Вот я подготовила для броши, вставила сюда замочек. И теперь это я приклею с обратной стороны нашей брошки. Ну вот, что у меня в итоге получилось. И сейчас я немножечко брошь подкрашу, потому что, смотрите, и растворителем я подтирала, и клеем кое-где, может быть, не дотерла. И красить я буду, смотрите, вот есть акриловые краски. Это у меня черная. Вот я когда-то красила вот такого цвета кожу, смотрите, в красный цвет. И эту кожу я даже и расслаивала, и стирала, и мыла, и ничего с ней не делается. То есть эти краски идеально подходят под кожу. И смотрите, она прямо оживает, эта кожа, она такая блестящая становится. Ну а если вы вдруг захотите подтонировать, вдруг у вас уже сложится изделие и надо будет подтонировать, вот существуют такие краски акриловые. Это серебряная, а это жемчужный цвет. Их можно дополнять каким-нибудь цветом, и отличная тонировка выходит. Ну и так давайте чуть-чуть подкрасим. Нам нужна краска, вода и кисточка. Я немножко добавляю воды в краску. Ну и таким образом я крашу все изделие. И давайте с вами встретимся, когда я закончу. Ну вот посмотрите, что у меня в итоге получилось. В принципе, меня результат удовлетворяет. Эту брошь я покрывала лаком. И если я захочу покрыть вот эту брошь лаком, то нужно несколько часов выждать, чтобы краска полностью высохла. Она уже высохла, эта краска сохнет очень быстро, но все равно для верности нужно несколько часов выждать. Ну, а на этом, друзья мои, я всем желаю рукодельте с удовольствием. У меня в голове миллион идей по изготовлению различных украшений, поэтому приглашаю вас на свои дальнейшие видео. Всего вам доброго, до свидания.